Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, что никогда никому не стоит рассказывать, потому что, рассказав об этом, вы нарушаете не только поступление созидательных энергий, вы нарушаете энергию космоса, которая идет напрямую к вам, для того, чтобы вы могли реализовать те материальные блага, которые вы хотели в своей жизни сделать. Поэтому свои планы, мысли, действия всегда держите при себе. И далее мы дадим вам определенные советы и рекомендации, которые никогда не стоит никому рассказывать. Всем приятного просмотра! Вы знаете, не всегда нас с вами окружают хорошие люди. Многие из них, даже те, кого мы считаем близкими, к сожалению, порой относятся к нам не с чистым сердцем и открытой душой, а мы из-за своей доброты, отзывчивости и любви к ним этого не замечаем. А они, находясь возле нас, не радуются за наши достижения, успехи и приятные события, как мы думаем, а только создают вот эту видимость. А в этот момент в своей душе они испытывают зависть, злость, а эти чувства притягивают к нам негатив, к нам деструктивную энергию и разрушение. А мы, не подозревая ни о чем, продолжаем приходить к ним с теми ситуациями, которые у нас происходят, а взамен получаем большое количество негатива, которое со временем настолько окружает нас, что начинает разрушать все вокруг. И наша жизнь ни с того ни с сего начинает наполняться неприятными событиями и приобретает темные краски. И вы, наверное, неоднократно замечали это в своей жизни. Дело в том, что зависть – это очень страшное и разрушительное чувство, и его не всегда может контролировать даже человек, который не хочет вам ничего плохого. А злые люди, испытывая вот это чувство, они способны, если ваше защитное поле слабее, чем их, отбирать у вас вот эту положительную, денежную, созидательную энергию. Таким образом, забирая у вас счастье, деньги, удачу, благополучие. Поэтому, пожалуйста, не рискуйте и не рассказывайте о том, что происходит в вашей жизни. Независимость – это хорошее или плохое, потому что окружающим вас людям и даже самым близким друзьям не всегда нужно знать, что у вас делается на данном этапе в вашей жизни, в вашей квартире, в ваших финансах. Потому что если вы хотите что-то изменить или что-то осуществить, а рассказывая об этом, вы, к сожалению, меняете свою жизнь и судьбу. Вы должны понимать, что когда вы хвастаетесь деньгами, вы имеете вот возможность, именно возможность остаться без денег. Ведь в этот момент другой человек, позавидовав вам, просто отталкивает от вас денежную энергию и тем самым ставит сильный негативный выброс между вами и ставит вам блок. И вы вроде бы и много работаетесь, и пытаетесь что-то изменить, но вы не сможете, знаете, как прорваться через этот забор, через эту дверь, так как вход денежной энергии к вам уже перекрыт. То, что происходит с вашим финансовым положением, должны знать только вы. Если у вас есть деньги, а они у вас есть, благодарите за это вот денежную энергию, благодарите высшие силы, ангела-хранителя и не распространяйтесь о том, сколько вы зарабатываете, чтобы потом не думать, что делать. Вы знаете, один человек, как-то мы общались с ним, и когда ему задают всегда вопрос, а как у тебя вопросы, дела с деньгами, с личной жизнью, он всегда говорит не в руку. Казалось бы, такое слово непонятное, но вы знаете, внук
тоже перенял эту привычку и говорит всегда не в руку. Хотя он современный человек, он бизнесмен и неплохо ведет свой бизнес. И вы знаете, он начал говорить о том, что как только он начинает использовать это слово не в руку, вы знаете, у него в жизни, в бизнесе появляются новые контракты, новые партнеры, новые какие-то идеи, люди появляются интересные и так далее. Поэтому все-таки с деньгами будьте очень осторожны. Это такая вот тонкая энергия. Запомните, деньги это не всегда бумажки, как мы с вами думаем. Также свои планы держите всегда в секрете. Они должны только знать самые-самые близкие люди. Только ваша семья. Ведь не раз каждый из вас, наверное, замечал, что стоит только рассказать о каких-то своих планах, мечтах, о каких-то своих желаниях, как начинают происходить какие-то непредвиденные ситуации, какие-то форс-мажоры, и получить должный результат уже никак не получается. А это происходит потому, что на энергетическом уровне происходит вмешательство в вашу жизнь, и оно приводит к этим изменениям. А если ваши планы вызовут у кого-то желание оказаться на вашем месте в этот момент, то это перекроет поступление всех энергий в вашу жизнь. И с таким посылом вы обретаете множество неприятных ситуаций, от которых вам будет тяжело избавиться на протяжении долгого времени. Поэтому, если вы что-то надумали делать или что-то менять, делайте это молча. Все, кому нужно, увидят результат, когда он уже свершится. Тем самым это не принесет вам вред, а наоборот, вы сможете только приобрести. Также ваша семейная жизнь также должна быть под запретом. Никто ничего не должен о ней знать, и уж тем более что-то вам советовать или рекомендовать, потому что это только ваша жизнь, и принимать любые решения в ней вы должны только сами. Да, вы можете посоветоваться со своими родителями, самыми близкими людьми, с друзьями, но принять решение именно вы должны. Даже есть такое выражение, что хочешь остаться без семьи, расскажи о ней кому-либо. Ведь советы, которые вам будут озвучивать, могут быть направлены на то, чтобы вы, например, остались без пары, или кто-либо захочет у вас забрать то, что у вас есть. Либо человеку этому будет хорошо только в том случае, если у вас все не так сложилось. А еще то, что вы кого-то близко подпускаете к себе, к своей семье, нарушает еще и вашу энергетику и приносит вам проблемы, скандалы, выяснение отношений. А если у вас уже имеются проблемы, то это приведет вас к разрыву отношений или даже разводу. Поэтому не забывайте, что ваша семья – это ваша крепость, которая должна быть неприступна для других. И вы должны оберегать ее, а то, что у вас на данном этапе в ней происходит, должно остаться за ее стенами. Так вы себя обезопасите от любых проблем, которые исправить не всегда предоставляется возможным. Не нужно рассказывать и о своих добрых делах, которые вы совершили. То, что вы сделали для кого-то или тем, что помогли какому-то человеку, вы привлекли себе сильную положительную энергию. А как только начали об этом говорить или в этот момент сделали это, для того, чтобы вас кто-то похвалил, вы сразу тем самым закрыли положительную энергию для себя. Поэтому, если вы что-то для кого-то сделали или сделали это от чистого сердца, сразу перестаньте об этом думать. Все ценные поступки всегда совершаются тихо, а поступки, которые озвучиваются, делаются для окружающих людей и для того, чтобы вас похвалили, ни к чему хорошему они не приводят, они отталкивают. Конечно же, это очень простые правила, но соблюдая именно их в своей жизни, вы действительно сможете обезопасить себя от различного рода неприятностей, от проблем, уберечь то, что вы имеете на данном этапе, и вы можете добиться того, что вы желаете, без вмешательства со стороны. Возьмите эти простые советы, рекомендации за основное правило. Если вы хотите что-то обсудить или получить чей-то совет, приходите с этим в свою семью. С ней вы можете поговорить на любые темы, которые вас беспокоят на данном этапе жизни, и о всем том, что происходит у вас.
Но вреда это вам не принесет никакого. Обдумывайте все свои поступки, обдумывайте все свои действия, и тогда вам не придется ни о чем жалеть и думать, а как же решить ту или иную сложившуюся ситуацию. Кроме того, часто бывает, что в нашем окружении есть люди, которые мы с вами думаем осознанно, что это наши помощники, что это люди, которые нас поддержат в самые тяжелые моменты в нашей жизни. Но вы знаете, те друзья не те, которые с нами в радости, а те, которые в горе. И вот такие друзья, они проверяются. Если вы видите, что у вас проблемы, а от вас такие люди отказались или придумали 100 тысяч причин, чтобы не появляться в вашей жизни, потому что у вас на данном этапе проблемы, а им, возможно, нужно будет потратить свое время, потратить, возможно, какие-то деньги для того, чтобы вас поддержать и угостить чашкой, например, вкусного чая с медом или еще что-либо, это не ваши друзья. Это не те люди, с которыми вам нужно быть. Также уделяйте особое внимание тем людям, которые вам дарят постоянно всевозможные подарки, потому что эти подарки могут быть опасны для вас и могут нести достаточно сильную разрушительную энергию. Поэтому обязательно смотрите на все то, что происходит вокруг вас и с вами, потому что очень часто многие люди умеют манипулировать нами, умеют манипулировать тем окружением, в котором они живут. Вот такие вот они манипуляторы, поэтому будьте внимательны и осторожны. Мы всем желаем изобилия, достатка, благополучия. Пусть в вашей жизни будет все прекрасно, замечательно. Верьте себе, верьте своему сердцу, чувствуйте себя, и тогда вы никогда в жизни не будете допускать ошибки. А если и совершили ошибки, то это ваш опыт в первую очередь, а не ваша какая-то роковая ошибка, как многие думают. Как мы с вами можем учиться, не допуская ошибок? Помните об этом. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Обязательно смотрите и другие видео на нашем канале. И заходите на сам канал, там много полезной и нужной для вас информации.